Здравствуйте, все любители видеоигр, а также настольных игр. Да, сегодня в разборе вселенной мы расскажем сюжет Absolver. Почему мы? Ну, просто Авокардо оказался не против озвучивать мои теории. Да и к тому же он помогал мне продумать некоторые элементы теории. Объявление. Прошу вступить в Steam-группу Absolver Havok. Нам срочно нужно набрать 100 участников к концу месяца. Для тех, кто не в курсе, Havok – это РП-группа. Задумка была отличная, но реализовать ее удачно не получилось. Однако, мне удалось поговорить с создателем группы, Нитаза, и он предложил мне стать офицером и изменить группу, если она, конечно, выживет. Я собираюсь сохранить РП, но ввести кардинальные изменения. Так что если можете, то прошу вас вступить. И возможно вы сможете даже поучаствовать в попытке, если не возрождения, то хотя бы поднятие интереса к Absolver. Объявление окончено. Начинаем. История вашего персонажа начинается еще до первой кат-сцены. Будущий претендент направляется к вершине башни. Добравшись, он начинает обучение и получает снаряжение. Обучение необходимо для того, чтобы когда он направился в Раслан, он уже знал хотя бы несколько приемов и умел обращаться с оружием. По завершению раннего обучения, проводники проводят обряд посвящения в претенденты. В данном обряде выбирают лучшего ученика и зачаровывают его маску. При этом ему дают первое задание – добраться до Раслана. Когда претендент надевает маску морали, он развоплощается и воплощается в заброшенном городе, находящемся в горах Уринга, неподалеку от равнин Адала, окружающих Раслан. Здесь ему предстоит пройти первое испытание – победить Absolver Силана и доказать, что он способен обучаться в Раслане. После победы ворота откроются перед претендентом, и ему предстоит пройти долгий путь, чтобы добраться до Раслана. Добравшись до города, претендент встретит проводника, который даст ему новое задание, чтобы стать Absolver'ом. Одолеть 6 Absolver'ов, чтобы получить обломки, и с их помощью пройти испытание Куреца в Колизее и сразить Рисрин в висячих садах башни Адала. Претендент отправляется в охотничью тропу, чтобы сразиться с Риварио и получить обломок землетрясения. Затем идет в забытый храм победить Ангрелла и получить обломок щита. Встретившись с Амой Сабой в аванпосте заклинателей птиц, претендент после победы забирает обломок истощения. Из леса претендент пошел в город, и в центральной гавани он побеждает Ламрена, за что получает обломок ударной волны. Прибыв в Расланский Колизей, претендент проходит испытание Куреца, а после победы над ним получает его боевые перчатки шипастой черепахи. Затем, поднявшись на башню в Колизее, он побеждает Ристейли и берет обломок гравитации. И, направившись к башне Адала, претендент встречает Каргала и Килнера. Они, будучи старшими детьми вождя одного из племен Тиары, были направлены в Раслан, чтобы научиться сражаться с Absolver'ами. Разобравшись с ними, они отдают ему изогнутый меч. Войдя в стены города Раслан, претендент сразился с последним Absolver'ом Дормек. Она передает ему обломок немоты, и он направляется к воротам хранилища сущности. Пройдя хранилище сущности, императорские казармы и императорскую библиотеку, претендент поднимается к висячим садам Адала. Здесь он видит, как на Рисрин напал Absolver, присланный из вершины башни. Однако он не справился и погиб.
после чего Рисрин принимается за новичка. Seta saune perio, nos contremale juam, talamen batistere mal. Победив Рисрин, претендент переносится на вершину башни. Setas vienelalem, negdotem mecas lepard, tan exemparem dural, ec portes jur, exem ashlon de maler, lesales metalem, ampanash. Там его поздравляют с окончанием обучения и посвящают в Абзолверы. После чего дают новое задание – продолжать тренировки, чтобы в конце концов убить Рисрин. И когда придет время, они снова призовут Абзолвера на вершину башни. Затем проводники отправляют Абзолвера обратно в Раслан. Ec partelise nadal, amentren, quandiam vienas, nos ecaplerem, ec mecas aprim. И дальше он начинает оттачивать свои навыки, сражаясь с Абзолверами, Курецем, а также вновь встречается с Каргалом и Килнорой. Придя к Рисрин, Абзолверу не удается убить ее, и она уходит. Продолжив тренировки, Абзолвер слышит голос Эфирца из своей маски. Тот просит его спуститься в шахту, чтобы помочь защитить мир. Придя к шахте, он встречает того самого Эфирца. Его звали Иктар. Он попросил Абзолверов собирать отблески из зараженных претендентов и статуй, чтобы он смог разрушить барьер между шахтой и пещерным храмом, чтобы добраться до Арсела и победить его. Так, группа из 3 Абзолверов начала зачищать шахты. Тем временем Иктар более подробно объяснял, что именно происходит. И перед тем самым барьером они встретили Арсела, который приказал пораженному Тиарцу защищать барьер. Победив его и набрав достаточное количество отблесков, Иктар разрушает барьер, и они спускаются в пещеры. Здесь им снова приходится зачищать храм, чтобы набрать отблески, дабы разрушить барьер перед порталом в разлом. Иктар же начал рассказывать всю историю Адала и всю правду о падении. Придя к порталу в разлом, они вновь встречаются с Арселом, который приказывает пораженному мудрому проводнику уничтожить этих Абзолверов. Победив его, Иктар открывает проход к разлому, и группа Абзолверов направляется сквозь толпы противников к Арселу. Придя к развоплотившимся кускам башни Адала, Арсел нападает на них. Но, потерпев поражение, Иктар разрушает Арсела. Он благодарит Абзолверов за помощь, но предупреждает, что он может вновь попросить их о помощи. Поскольку эфирцы бессмертны, Арсел вновь вернется и попробует снова уничтожить барьер между разломом и материальным миром. После чего Абзолвер вновь продолжит тренировки, сражавшись с другими Абзолверами, Курицем, Каргалом и Килнорой. И теперь он вновь отправляется в Висячие сады, чтобы выполнить задание. Убив Рисрин, Абзолвер продолжает сражаться в ожидании, что его вновь призовут на вершину башни и дадут новое задание. Теперь вопросы.
Почему мы решили, что Ресрин убивают? Почему Каргала и Килнера нет заданий, как было в игре? И что еще за испытание курицы? Ну и для того, чтобы разобраться в этих вопросах, нам нужно узнать, кто кем является в этой истории. Если с меченными все понятно, а не просто абсолверы, которые нас обучают, то с боссами не все так гладко. Куриц – это заблудший абсолвер. Nersentis, richesse kematel, terbitim balecnosem. Elem sortam carif me pera pende riches com papil allumer. Malgré succide lemboiur sanfin. Tanducaras lampartem. Который отсеивает слабых, делая из них заблудших претендентов. Et parsem natural inter, delem brisant et immen. Tan placer quandraiam. Это нужно для ускорения процесса и для того, чтобы проводники не теряли хороших добытчиков и защитников сущности Раслана. Meteros et ampar, le pordes speri perdium. Nunc serem meler, e priem riches bru. E al folim, deben troven maton meter speriem. Aun tiren shevgel, nik petarishe de adal карирем. Ибо если они еще не став заблудшими претендентами встретят Ресрин, то просто умрут. Каргал и Килнер. Как уже говорилось, они старшие дети одного из вождей племени Тиар. Ilin divectum, sir. Her, oner nosem galop. Если кто не понял, то вот. И если вас смутила эта фраза, Tyrion magos de setotem, tan cache diriches al setem. то, скорее всего, они называли себя проводниками, чтобы их точно смогли понять игроки, ибо проводники также занимаются изучениями сущности. Ресрин. Она бывший абсолвер, которая обучала претендентов где-то на территориях Адала. Oi feprom lipardi adal. После того, как она ушла от проводников, на Ресрин начали отправлять абсолверов, чтобы убить ее. Но она всегда отбивалась и убивала тех, кто на нее нападал. А также в том же диалоге она намекает и на наше задание. Tandiem nem sapir meterloi. Meint maler oi brisar, oi elam astor sinem. Metekem, eljor, balmashim metoi. Плюс ко всему, раньше, после того, как ты убивал боссов на 3 уровне, ты больше не мог с ними сражаться. Но после какого-то обновления нам дали возможность спокойно сражаться с ними бесконечно. И когда Курицу сделали новую катсцену, которая намекает нам на то, что с ним можно будет вновь сразиться, Taiec logar salem, tan vienas tajur. Inef logar vienem, vasterem, Alexandrin ciel. а Каргалу и Килнеру оставили старую катсцену, которая также лаконично вписывает в будущие сражения, Etim logar. Saret ekmankum. Raskemal de fir. то Ресрин сделали вот это. Скорее всего, это добавили, чтобы не пришлось переделать код игры. Так, теперь. Почему проводники не хотят убивать Каргала и Килнора? И почему Абсолвер, даже зная всю правду о падении, убил Рисрин? Ну, скорее всего, либо проводники не знают о 2 тиарцев, ибо им об этом никто не докладывает. Сами подумайте, что скажет Абсолвер проводникам после того, как встретит их? Что
что на него напали брат с сестрой? Не, возможно, их может заинтересовать то, что они не имеют маски. Но говорить о том, что на тебя напали в месте, где все друг друга пытаются убить, глупо. Второй вариант, то что проводники знают, но им пофиг, ибо они никого не убивают, да и рано или поздно их убьют, так что переживать тут не о чем. Теперь Рисрин. Да, по сюжету Абзолвер убивает Рисрин, и то, что по этому таймлайну игрок проходит сюжетное дополнение Dawnfall перед третьим забегом, ничего не значит. Его сюда поставили просто, чтобы разнообразить повествование. По сути, его можно пройти, и как только ты стал Абзолвером, и уже после прохождения основного сюжета. И еще кое-что. Почему в озвучке Авокардо постоянно ставит ударение по-разному? Ну, просто он постоянно ставил ударение неправильно, и я не всегда его поправлял. Да. Что же, ну а на этом все. Благодарю всех за просмотр. До свидания.